Когда Феникса нашли, на него было не взглянуть без слез. Несчастного пса, всего в ожогах и волдырях, связали и оставили в лесу. Того, кто довел животное до такого состояния, нельзя назвать человеком. Но есть те, кому не все равно. Фениксу повезло встретить таких людей, и сейчас этого пса просто не узнать. Неравнодушные прохожие сообщили, что нашли связанную собаку в лесу. На покрытого ожогами и страшными волдырями пса было больно смотреть, казалось, он уже и не надеялся на спасение. Когда пса принесли в приют, из-за его жуткого состояния единственным выходом было усыпление. Феникса занесли в список на эвтаназию. Но Фениксу повезло, из приюта его вовремя спасли волонтеры из местной организации, которые были уверены в том, что собаку еще можно спасти. Так и оказалось. Фениксу был необходим тщательный уход и медикаментозная поддержка, а также ласка и забота, чем его обеспечили в центре спасения. Когда Феникс более-менее восстановился после курса лечения, его отправили на передержку. Питбуля взяла женщина по имени Лори Тилл, которая уже не раз брала собак из центра. Первое, что заметили приемные родители Феникса, он очень боялся всего вокруг. После всего пережитого ужаса, Феникс до сих пор был в стрессе, и ему было сложно привыкнуть к людям, звукам и новой обстановке. Когда-то люди причинили этому псу очень много боли. Он был в ужасе от всего, рассказала Лори. Он дрожал от громких звуков и пугался даже самых маленьких вещей типа двигающихся занавесок и проходящей мимо кошки. Феникс боялся резких движений, если рядом с ним поднимали руки или даже слегка повышали голос. Он сразу опускал голову и ложился на пол. Пугливый питбуль не боялся только Эко, домашней собаки семьи. После того, как Лори и ее муж увидели, какая удивительная связь возникла между этими двумя, они решили оставить Феникса у себя. Внимательная Эко помогла своему новому другу восстановиться и обрести уверенность, и научила наслаждаться жизнью. А за это Феникс ответил благодарностью в двойном размере. Собаки стали неразлучными и обожают играть вместе. Сейчас Феникса не узнать, это жизнерадостный, полный энергии и любви пес, который любит своих хозяев и обожает проводить время с ними, не скрывая бесконечной благодарности. Я не представляю жизни без него. Феникс стал той самой недостающей частичкой в нашей семье и принес в нашу жизнь много радости, говорит хозяйка.